Сравнивать время до интернета и во время интернета — это как сравнивать время до открытия огня и после. Если человек стремится развиваться, узнавать что-то новое, то интернет дает ему возможность. Если человек надевает шоры, ни к чему такому не стремится, то интернет помогает ему находить все новые и новые жвачки для мозгов и не знать о том, что как бы есть другой мир. У меня, например, не всегда получается выбирать какое-то там саморазвитие, но я считаю, что это круто, потому что это учит меня. Я учусь сам себя заставлять, не чтобы мне кто-то макал, а чтобы я сам понимал, что ты что, дебил, что ты смотришь, тебе 20, прости господи, лет. Ты смотришь, как человек срет на другого человека. Ну, я образно говоря, такого не смотрю, конечно. Мы не можем выбрать контент, потому что его слишком много. Из этого растет проблема в плане творческого пути какого-то, в плане искусства. Благодаря интернету очень многие маленькие артисты из маленьких городов получили развитие и даже мировую известность. В основном это искусство продюсирования, так скажем. Из-за интернета кажется, что искусства очень много, потому что оно все вышло наружу, оно начало говорить. Конечно, мы более творческие, конечно, мы более какие-то вдохновленные, развитые в этом плане. У нас есть источники. Доступ к этим источникам, я бы даже так сказала. Мне кажется, что это мода. Когда мне было лет 13, все поголовно были фотографами. Всплеск диджеинга, потом он немножко потух. Мне пишут дети, говорят, блин, послушай мои биты, вот я тут написал. Я слушаю, смотрю и понимаю, что это вот тогда, когда все покупали зеркалки. Я просто в целом занимаюсь разными видами творчества. Какой-то период времени фотографировала даже. Мне 18 лет, я все пробую. Сейчас очень популярно возвращение обратно к природе и всему естественному. То же самое относится к искусству. Пойти там на какой-нибудь мастер-класс, и вы учитесь все делать руками, чтобы это был классный подарок, например. Можно научить этому чувству прекрасного. А так оно живет в каждом из нас изначально. Условия для созидания они намного суровее, чем в советское время, когда все было поставлено на государственную заинтересованность. Купил зеркалку, ты фотограф, ты молодец. И это большая мотивация перешагнуть все вот это вот общество, которое еще начинающие фотографы, но считают себя уже какими-то там крутыми. У них у всех как бы все одинаковое. И все же смотрят, пролистывают эту ленту и думают, я тоже хочу. Я симпатичная девчонка, почему я не могу стать моделью? Я тоже хочу красивые фотки, я умею фотографироваться. Я просто с мамой разговаривала недавно. Я говорю, мам, ты всю жизнь работала бухгалтером, и только в 35 лет у тебя произошло озарение, что нет, я хочу искусством заниматься. И она ответила очень просто. Время такое было. Распад Союза, 91 год. Нужны деньги, все выживали как могли. Даже в мыслях не было того, что ты можешь пойти, там, заниматься искусством, быть какой-то моделью, быть актрисой. То есть это считалось каким-то абсурдом. Все вот шли по какой-то определенной схеме. А за счет того, что у нас активно развиваются всякие социальные сети, и мы смотрим на это, нам есть с чем сравнить. Все вот эти модели, ну, ты смотришь, и ты не запоминаешь эти лица. Все хотят быть звездами, все хотят нравиться, все хотят добиться какого-то хайпа, потому что сейчас любой может стать звездой. Любая простая девчонка из любого русского там, или американского города, она может завести себе инсту, научиться красиво себя фотать. Этого будет достаточно, чтобы она стала популярной. Это приносит какие-то такие эмоции. Я классный, да, да, да. Чтобы нравиться, все стремятся не к уникальности, к унифицированности, наоборот. То есть они смотрят, одна девчонка популярна, они пытаются понять, почему она популярна, и делают так же. Все друг друга копируют. Сейчас бесконечное просто копирование, ксерокопии и так далее, которые просто истирая становятся все бледнее, 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 бледнее. Почти все одинаково классные сейчас. Почти все сейчас одинаково модные.
Много людей бьют татуировки только потому, что это модно, и они где-то это видели. Мне кажется, искусство — это скорее, когда ты делаешь то, чего не было. Всегда будет мода на что-то, и всегда кто-то исследует. Всегда будет чупин, который этому не следует. Мы можем выражать себя в любом месте, но делать это открыто. Если мы начнем, на конце концов, это делать, мы победим клишированное такое слово «мода». Это же выражение чего-то большего, чем сочетание тканей, да? Это выражение внутреннего мира. Красота, она не во внешних проявлениях, а в том, какой ты. Это опять популяризуется, а с популяризацией всего это превращается в ту самую жвачку, в мясо. Когда масс-маркет начал пропагандировать это, как бы все стало уже понятно. Одежда очень давняя вещь, и люди перестали использовать ее функционально и начали делать именно из этого красоту. Технологичность первичная. Почти все используют маски, я сделала много-много скринов, где все в разных масках. Все сейчас в кого-то пытаются там играть. То есть ты можешь примерить на себя, в принципе, любой образ. Можешь стать кем угодно. Сегодня тем, завтра там этим. И непонятно, ты говоришь о том, что интересует тебя, или ты говоришь о том, что интересует тех, кто смотрит на тебя? Мне часто пишут: вот, я хочу быть как ты. Интернет турбо мощно повлиял на всех в разных культурах, и это и плюс, и минусы, потому что культуры узнали друг о друге, и они начали как-то коллаборировать. Вот этот обмен, он позволил как-то по-другому смотреть на то, что люди делают. Всеобщая глобализация, которая затронула и все страны. На первых этапах подсматривать это полезно, но бывает такое, что залетные какие-то чуваки делают просто копирку с Запада. Опять же здесь, мы говорим про брейк, то есть если раньше можно отличить немецкий брейкинг от французского, от английского, сейчас же YouTube, он как-то стер эти границы. Глобализация — это плохо, она убивает разнообразие. А как говорили на биофаке у нас, чем разнообразнее система, тем более она устойчивее. Вот такая вот философия. Нет, согласись, что Pink Floyd, они же все напили о том, что ты не новый кирпич в стене. Страшно того, что мы нисколько не индивидуумы, сколько именно то, что мы родились в этой среде, которая создала идею того, что мы индивидуумы. И когда вы создаете о том, что вы не такие, как все, вы создаете новую стену. И стену не таких, как все. Мы живем в одно время, в одном месте. Конечно, мысли у нас сходятся. Вы порассуждаете: ой, я первый. Все первые уже были. Искусство, оно же вообще живет вне денег, вне времени и вне пространства. Настоящие художники — это люди, которые говорят с Богом, с вечностью. Некоторые умеют готовить, некоторые умеют рисовать, некоторые умеют там музыку писать. Это не что-то такое сверхъестественное. Стало больше людей, у людей стало больше возможностей этим заниматься. Теряется какая-то уникальность, и каких-то действительно стоящих вещей вот в этом огромном океане шума прям выловить очень трудно. Штамповка ежедневная, масса альбомов, которые теперь общедоступны, они этому мешают. Люди зачастую пытаются просто наляпать, не обращая внимания на качество. Сейчас очень открытый, широкий, свободный вход в творческие сферы, какие-нибудь узкие арт-группировки, и которые говорят, что это лишь доступно высшим. Если вы что-то не понимаете, вы просто не понимаете и идите нахуй. И вот этих людей, просто чересчур уверенных в своей правоте, бывает слишком много. Ко многим вещам стали относиться везде более толерантно, люди стали себе просто больше этого позволять. Есть только два сюжета. Это рецепт любого произведения. Но главное — это способ. Поэтому так популярны ремейки, например. Все приходят на знакомые истории. Все хотят видеть то, что они уже знают, понимают, и то, что им родное, интересное и понятное. Новое искусство, оно появляется не потому, что старое искусство потеряло свою функцию. Мы, наверное, с таким же успехом до сих пор жить в эстетике возрождения. Просто это принципы развития постоянного. Новому поколению всегда будет казаться, что старое нескладное, и будет стремиться создавать что-то новое.
Главное не уходить в дерби копирования абсолютно западной культуры. Не зря мы Евразия. У нас прекрасное положение, когда можно еще и обратиться к Востоку, это во-первых. А во-вторых, искать что-то в себе абсолютно новое, рождать. Все зависит от нас. Если все люди будут с таким майндсетом жить, то вокруг нас может построиться реально замечательное просто общество и страна. Мы сейчас, исходя из нашего направления, не привязываемся к тенденции, как мне кажется. У нас гораздо больше свободы. Как в советское время, не привязаны к стилю, не привязаны к какой-то теме. Гораздо проще развивать что-то свое. Сейчас просто такое время, у нас нету какой-то национальной идеологии, лозунгов, к которым вы могли стремиться или которым сопротивляться. Мы находимся в таком поле полнейшей свободы, и от этого, может быть, немного растеряны. Интуитивно куда-то следовать — это единственный путь, и быть искренним, а не пытаться изучить все книги и понять все течения, чтобы из них скомпилировать какого-то нового Франкенштейна. По сути, ошибки наши и есть достоинство. То, что сейчас происходит, это какая-то мозаика всего, что мы знаем, новый взгляд на вещи. На самом деле это то же самое. Это какая-то старая песня, которую продолжают петь, она все об одном и том же. Это может быть новым для тебя. У нас есть какой-то менталитет, и нам вкладывают какие-то свои мысли родители. Вот, и нам нужно просто избавляться от стереотипов, от рамок каких-то, и, возможно, только тогда можно будет воспринимать что-то новое. Именно это какая-то связь с Вселенной, связь с космосом, вселенская любовь, и только тогда, мне кажется, можно что-то новое придумать. Молодые, которые сейчас эту страну двигают вперед, они уже не мыслят вот этим русским менталитетом. Постоянно хочется куда-то двигаться, потому что время движется, и вот эта атмосфера, она как бы немножко навязывается, да, и ты не можешь не быть ни частью этого. Как таковой, наверное, прогресс именно цифровой штукой пришел, что звуки начали изменять совсем другой плоскости. Не как раньше экспериментировали именно с инструментами, а сейчас экспериментируют уже непосредственно со звуком, добавляя все больше и больше возможностей вообще звучания. Почти все композиторы пользовались формулой сначала мысль, а потом художественные средства. Когда это гармонирует, ты действительно можешь что-то для себя открыть очень новое. У тебя может быть абсолютное количество инструментов в мире, полная свобода, и ты можешь заперт быть в собственной макушке. Мы между Советским Союзом и абсолютной свободой, потому что когда я начинала какое-то самовыражение, мы делали все вручную. Любой кожаный ошейник, любое интересное украшение можно было только сделать. Это было честнее, сложнее и, наверное, интереснее, потому что сейчас можно купить все, что угодно. Сейчас может зарождаться какая-то преемственность. Если раньше такой преемственности не могло быть из-за вот каких-то катаклизмов социальных, которые были в 90-е. Мы что-то перенимаем из постмодернизма того же, но при этом у нас еще не хватает интеллекта создавать что-то новое. То есть все готовится к чему-то такому масштабному, но мы еще не до конца понимаем, что надо делать. Человек все пропускает через призму своего восприятия. Если человек вдохновляется чем-то, что было сделано ранее, и создает что-то свое, то уже можно считать чем-то новым, который оставляет отпечаток в своем творчестве вот того культурного пласта, в котором он живет сейчас. Мы живем во время экспериментов. Эксперимент — это и есть как бы возможность заступить за какие-то рамки. Мы как бы первопроходцы. То, чем я занимаюсь, оно не было таким. 21 век — это век сэмплинга. Ты можешь взять что-то чужое и дать этому новую форму. Люди начинают смешивать. Они хотят достичь чего-то нового посредством старого, совмещая это. Это у нас на подсознании заложено уже. Уже все придумали до нас, и мы ничего не сможем сделать, кроме как замиксовать все направления. Да, рэп, диджеи, долбежка. По своей эпохе своя музыка. Там была, когда перестройка, у людей были все эти агрессивные настрои внутри себя, агрессия, и был этот рок, в нашей стране как минимум. Сейчас вся музыка, что есть, она основана на используемых вообще конструктах, концептах. Так, кстати, умерла академическая музыка. Вот в таком обширном понятии, потому что совсем парадигма мира нахуй сменилась. И люди совсем другим живут, совсем другими чувствами, совсем другими категориями, мыслят. Все уже давно сыграно, все уже давно всем понятно. Сейчас это просто замешивание всего вот в такой огромной бетономешалке. Когда учился в средней художественной школе, академическая школа, я рисовал, так старался вроде бы, а потом подумал, зачем мне все это надо. Профессор сказал, чтобы приобрести
обрести свободу. Есть свобода выбора с помощью того, что ты научился профессионализму. Что-то новое создается исключительно тогда, когда ты начинаешь отрицать предшествующую эпоху, предшествующие какие-то взгляды, понятия. В средние века они отрицали полностью античность, эстетику вот этого культа тела, эстетику общего взгляда, видения на этот мир. Возрождение отрицало средние века, всю эту чернуху. Сейчас там пытаются что-то сказать, что типа вот, мы живем в эпоху метамодерна. Ни хрена. Мы все равно берем идеи старой эпохи. И нету какой-то почвы для этого всего. Это связано исключительно с какой-то политической ситуацией. Всегда должны быть какие-то факторы давления. Те же футуристы, они родились на фоне революции. Время Советского Союза многое отобрало, не оставив после себя особо ничего. Простой пример, что в Америке, да и в мире там в 70-е, 80-е были абсолютно золотые времена, в которых происходили перевернувшие мир явления. Из-за некоторых особенностей там советской машины у людей было не так много возможностей все это делать. Ярчайшие там, представители искусства там, советского времени, они так и остались полностью нереализованными из-за того, что большую часть времени им приходилось не творить во благо, а творить вопреки. Это не только культурная революция, это революция, которая происходит в головах с помощью интернета, с помощью того, что люди делают, с помощью искусства, с помощью текстов. Музыка начала сопоставляться с политической темой. Вот, допустим, взять того же Хаски, которого там сняли с машины, типа, и отправили в автозак. Это было еще очень давно, это было с Егором Летовым, которого в психушку упрятали. Очень важно следовать деловой культуре. Делай все сам, не требуй поддержки от государства, не требуй поддержки ни от кого вообще. Творчество у меня тут, политика тут. Это вообще две разные вещи. Я никаким образом это не стараюсь и не желаю совмещать. Это просто портит одно и портит второе. Музеи, театры сейчас открываются более-менее с открытыми какими-то взглядами. Они не будут молчать. Я считаю, что искусство — это твое мнение, ты будешь его говорить, а нет каких-то рамок того, что ты там можешь делать. Нельзя стесняться, нельзя стрематься. Говори, что ты хочешь. Ты вроде бы как в демократическом обществе живешь. Культурная революция? Хрен его знает. На самом деле мне это не особо интересно, потому что я именно создала некий свой творческий мир, в котором я и существую. Соцсети в этом плане как раз-таки его отгородили от внешних факторов. Он меня узко направил в ту среду, которая мне интересна больше всего, и в ней я и существую. Я не знаю, что происходит в настроении, я не знаю ничего, типа, не особо задумываюсь, где, как, что, когда, пока у меня есть то, чем я занимаюсь. Ты можешь зафиксировать такое самое дно моей жизни, потому что у меня пиздец в комнате. Я сейчас что-то как-то очень расслабился, но это и неплохо, мне это как-то не гнетет. Там тоже есть какая-то свобода. Пиво есть, сиги есть, бабки на жрачку тоже есть. Живется и живется. Не то, что у меня там нет стремления, типа, блядь, нужна машина, чтобы быть крутым, статусным чуваком. Нужна работа, чтобы на Тиндере бабы не засмеяли. Мне вообще на это похуй, я живу свободно. Свободно надо платить. Люди, как ресурс, они исчерпаемы, но идеи, они бессмертны. Люди — бессмертная идея того, чтобы создавать идеи. Мы созидатели, это наш дар. Вот и все. Благодаря тому, что искусство стало доступнее, мы стали забывать о насилии. Мы боремся с этими человеческими инстинктами. Если ты все время сидишь в интернете, то у тебя все время есть куча эмоций и чувств чужих, пока ты их смотришь. Как только ты отключаешься от всего, у тебя, естественно, возникает пустота огромная, потому что свои чувства ты не вырабатываешь, не учишься их вырабатывать. Все становится легальным, все превращается в форму какой-то игры, и, в принципе, все становится доступным за бабки. Например, тебя избили на квесте, ты на следующий день вышел на работу и уже не думаешь, что ты хочешь попасть в какую-то жесть. Ты же заплатил за это бабки. Раньше это гладиаторские бои, сейчас это квесты. Раньше это казни, когда при тебе просто отрубают бошку какому-то чуваку, и сейчас ты можешь просто смотреть сериал. Вот это и ко мне в большей части относится, какая-то такая истощение вот этой чувственности. С одной стороны, это лучше, потому что пропадает такая театральность. С другой стороны, просто пропадает все. Внутри ты такой ходишь по жизни, тебя ничего не принимает.
ребята, которые очень талантливые люди, но основная масса это люди, которые очень громко будет сказано, ничего себя не представляют, они пытаются себя только за счет одежды выразить. То есть за счет одежды, за счет гаджетов, за счет всего. Но это все, что у них есть. Я путешествую, значит, нужно тратить больше времени на фотографии и фотки с собой, где ты в путешествии, чем на наслаждение путешествием, блядь. В Инстаграм истории снимается только самое пиздатое, отсеивается какая-то простая жизнь. И где теряется эта простая жизнь? Где теряется то, что я встал сегодня в трусах по коммуналке, прошел, блядь, ебало своей холодной водой умыл, потому что горячую отключили. А люди как-то вот за этой пеленой сидят, нужно показать, только у тебя все убрано, пиздато, сколько ты зарабатываешь, что ты вообще из себя стоишь, нахуй. Какой ты, блядь, фэшн-блогер, какой ты, нахуй, там, модник. Ты идешь по Москве и видишь 12-летнего пацана с каким-нибудь, блядь, рюкзаком Гуччи. Ты ему не завидуешь, ты просто думаешь, блядь, чувак, а кто ты вообще без твоего рюкзака Гуччи? И когда наступит какой-то апокалипсис всего этого, ну, я в это верю, какой-то вот щелчок. Как он наступил в Англии в 70-х, началась эра панк-культуры. И все эти твитбои, которые были, вот, знаешь, прилизанные, якобы с холмов, типа, ребятки богатенькие, они просто, нахуй, померкли. Иногда мне снится, что у меня есть свой бренд, ну, типа, одежда. Все фастфуд, вещи фастфуд, секс фастфуд, все. Они не знают истинную цену вещей, к сожалению. Ну, кажется, что мне вот 60, что я такое говорю, но я действительно это вижу. Они легко могут заменить все, что угодно, включая, не знаю, собственную почку, вот. А в таком мире, ну, как бы, да, ценить вещи очень сложно. Мы сейчас живем в эту эпоху, когда люди, которые снимают какие-то тупые видео, у кого-то, да, красивое тело, они хотят его показать. Это люди, которые не могут привлечь внимание своим интеллектом. Нарциссизм, любишь свое лицо, фоткаешься каждый день. Чаще всего объектом визуального искусства являлся именно человек. То есть мы, люди, именно через самих себя передаем вот эту вот историю, да. И это нормально. И сейчас эпоха лица. Те самые говорящие головы, да, эта эпоха наступила, это будущее. Мне профессор сказал, даю тебе задание, придумай своего персонажа. Я до сих пор его не придумал. Вот и рисую яйцеголовых. Да. Все черты лица становятся слишком литературными, а это бессмысленно немного. Проблема многоличности из-за того, что можно взаимодействовать с человеком в разных полях, в разных, опять же, реальностях и чувствовать от него абсолютно разные ощущения. Это очень интересное явление, которое вообще присуще, опять же, только нашему поколению, в общем-то, в целом. Да даже если мы там своим родителям это объясним, они вообще не поймут. Они не могут переложить это на свою реальность, на свою жизнь. Мы не хотим взрослеть, мы очень все цепляемся за вот этот комфорт, когда нас еще детьми родители всем обеспечивали. Я работаю в общепите, и типа там так много людей, у которых столько таланта, но когда ты видишь людей, ты понимаешь, что они настолько повязли во всем этом, в этих тусовках, алкоголе, еще чем-то. Ты реально можешь что-то сделать в своей жизни, если ты попытался, но ты настолько повязан во всем этом, что никогда из этого не выйдешь. Тусовки — это очень важно, надо тусоваться. Тусовки позволяют коннектить разным людям. Главное с головой в это полностью не уходить, чтобы не терять себя. У меня мать недавно такую сказала вещь. Вот, Арсений, как вот вы можете играть там по барам там 3 раза в неделю, и все время там у вас какие-то друзья все время тусуются по барам. Откуда у вас деньги? Пока ты молодой, ну, типа не думаешь, а потом бах, тебе 24 года, а ты сидишь в полном сраче, куришь сигаретку, слушаешь сектор газа и пьешь пиво в 2 часа дня. Твои кенты уже в твоем возрасте уже куда-то катаются, блядь, какие-то бабки большие мутят. Тебе вроде и так хорошо. Мне кажется, это такая проблема серьезная. Ну, не думать о будущем. Возможно, это новая формация общества. Всю жизнь искать себя, и поиск — это и есть как бы творческий процесс. Проблемы остаются одними и теми же из эпохи в эпоху, из одного времени в другое. У нас поколение деградирующее за счет того, что люди меньше читают, меньше смотрят фильмы.
Блин, страна прикольная, если бы не наш, наверное, менталитет с 90-х, когда все жили в охеренном недостатке всего, все были равны. Потом появились резко возможности, люди узнали, что так можно вот так жить красиво. Естественно, что весь этот гедонизм из них поперся конкретно, и все захотели, я-то вообще-то хочу охеренно жить в свое удовольствие, а не ради других. Изначально, мне кажется, концепция была беспонтовая. Поэтому и менталитет такой сейчас сформировался, что всем лишь бы наворовать на себя или каким-то образом легко заработать. И работать не хотят. Мало кто хочет действительно вкалывать. Нет культуры труда. Хотя в СССР была охеренная культура труда. Поколение мыслит по-другому. Сейчас никто не хочет работать на работе на одной и той же всю жизнь. Все хотят разнообразить и по максимуму самореализоваться. Кто-то музыку пишет, кто-то там шмотки делает, лишь бы не работать. Они не знают, чего они хотят, они не знают, куда им пойти. Поколение бесконечного выбора. У центра есть отличная строчка: «Не знаем, что будет дальше, знаем, чего хотим. Легко ли быть молодым?» Сейчас поколение не знает, чего хочет. И мы, наверное, знаем, что будет дальше. И дальше будет очень страшно. У меня понятий никаких нет, на самом деле. Я просто дурачусь. У меня флешка не всегда читается. И вот это я считаю трудностью. А есть, конечно, и более социальные проблемы. Это проблема, конечно. Неизвестно, как это отразится на 15-летних ребят, которые сейчас юзают много мефедрона, спидов, если они с них слезут. Если человек хороший и ведет правильный образ жизни, это далеко не значит, что он делает хорошие штуки. Мы поколение Y, да? А есть поколение, вот мой брат младший, они отличаются от нас. То есть это как-то уже эволюционно заложено, что дети уже шарят больше. Я родился в семье художников, ясен красен, я не буду физиком. Хотя вот на моего брата не влияет, вот он такой, я решил заняться наукой. Я говорю, серьезно? Мать иллюстратор, отец художник по металлу, а ты хочешь заниматься наукой? Да, это деньги приносит. Я такой... У меня младший брат, 10 лет. У меня есть сестра, которая 17 лет. Я просто прекрасно вижу всю эту происходящую картину вот в этих годах 2000-х. Проблема во вседоступность для многих детей, в частности для моего брата. Слишком много всего. Есть вероятность потеряться в этом всем. Все зависит от воспитания, естественно. Может быть, классно, что у них там есть этот интернет и есть там какие-то другие игрушки. Нам все время пытаются показать, как правильно, а нам все время кажется, что это неправильно. Еще все твердят, найди себя. А как найти себя? Это старая песня, одна и та же, про философов-экзистенциалистов 20 века. И особенно миф о Сизифе у Камю, что, в принципе, сейчас уже настолько все бессмысленно, да, что ты просто кайфуй, когда тебе придется идти за камнем вниз. Можешь делать, что хочешь, и дальше катить этот камень наверх. Если просто идти целеустремленно по головам к своей цели, хорошему это ничего не приведет, и нужно все равно быть искренним. Это тоже очень важно на нашем пути. Глубоко ко всему относиться, все любить. И тогда будет любить тебя жизнь. Отдавая свою любовь всем вокруг, можно, в конце концов, обрести конечное счастье. Сама жизнь, я думаю, должна как-то тебя вдохновлять. Именно, наверное, твое внутреннее ощущение твоего пути. Если ты с ним гармонируешь, тебе заебись, и ты всегда будешь каким-то вдохновленным, полным энергии. А если ты не идешь по тому пути, по которому ты чувствуешь, ты должен идти, то, наверное, оттуда и берутся и болезни, и всякое говно, и плохое самочувствие, и депрессухи. Я стараюсь гармонировать. Опять же, делаю, что мне нравится, что хочу, Главное, чтоб напирало. Раньше человек работал, и у него не было времени задумываться о чем-то. И из-за непонимания себя, непонимания мира, каких-то конфликтов, человек, в принципе, еще, наверное, не научился дружить с другим человеком и, в первую очередь, с самим собой. Всегда же находятся долбоебы, и всегда они будут. Всем говорят гадости, мне говорили гадости. Я просто не понимаю, как человека может обидеть то, что неосязаемо. Вообще почти во всем нужна полная свобода. Если эта свобода никому не повредит. Именно в физическом плане. Я не верю ни в какое. Меня обижают, что меня называют жирной. Меня обижают, что меня как-то обзывают. Люди сами вносят в это негативный подтекст. И это чисто их проблема. Я не верю в всякие чувства верующих, прочие штуки. Никому понравится, нет такой цели. Ненависть — самое искреннее чувство, на мой взгляд. Россия — это очень крутая страна.
Это абсолютно сумасшедшие люди, при этом очень искренние, очень глубокие. И при этом это страна, в которой очень много страданий. Основная ее черта, как мы любим страдать, как мы стремимся к этому. Ты растешь, и в школах тебе задают всякие русскую классическую литературу, в которой пишут о страдании. Чего еще ожидать? В интернете больше люди интересуются именно положительными людьми, которые двигают, которые толкают, мотивируют. А те страдающие, у них, может быть, есть своя какая-то аудитория, но... Я не в том состоянии, чтобы говорить какие-то умные вещи. Я просто о том, что любая идеология, она продает именно страхи. Вот взять идею, допустим, религии, она продала тебе идею страха смерти. Она продала тебе то, что есть какая-то несущая идея о том, что есть рай. Это ведь, по сути, именно апроприация того, что тебе продали идею страха смерти. Всем людям страшно. Единственный большой минус России — это скорее образование. Я учусь на графического дизайнера, и мы почти не работаем с компьютерами. Россия стала более децентрализована из-за проникновения интернета в нашу жизнь. Лично я сам, живя в провинции, вырос в каком-то культурном развитии. Интернет был супер свободен, в нем практически не было цензуры. Много людей, которых я знаю, получили вот такой буст в своем развитии. Какое самое важное знание? Потрогать, пощупать, да, и все такое. То есть, если отталкиваться от этого, то, конечно, интернет никогда ничего не заменит. То есть, понятно, что он упрощает тоже общение. Здесь не то, что плохо интернет, здесь больше именно такой город, потому что столица, насколько здесь больше нравится само движение, наживо больше на человечество. Я как человек из провинции приезжаю в Челябинск, не ощущаешь провинциальность, потому что все становится каким-то более глобализированным. У нас такие приколы есть. Сначала до Москвы через 5 лет дойдет после Америки, а потом до Барнаула еще через 4 года. Очень расстраивает общий уровень визуальной культуры. Ты просто идешь по улицам и охреневаешь от того, как много кругом пиздеца, и что люди этого просто не понимают. Грамотные люди, и что-то меняют в лучшую сторону, то целевая аудитория это не понимает и не приемлет. И как вот из этого круга выбраться? Пора open mind, потому что у нас все достаточно консервативно все еще. Если не консервативно, то это уже глубокий и жестокий андеграунд, и нет той прослойки, которая бы грамотно объединяла между собой два эти течения. Вообще наша страна — это страна контрастов. Буквально, если мы возьмем какой-нибудь поселок городского типа с населением 10 тысяч человек, окунемся в жизнь этого поселка, то мы увидим, что там все протекает спокойно, тихо. Нет никакой инфраструктуры, но при этом есть какая-то своя атмосфера. У всех поселков городского типа она одинаковая. В этом проблема. Молодежь хочет уезжать подальше из своих родных мест. Там живет население, которое старше их на 2 поколения, которое не может им ничего дать, потому что они застряли в прошлом. У людей нашего времени-то наблюдается. Они замкнуты в себе, замкнуты в каких-то ценностях и взглядах своих родителей. Я нахожу в себе личное непонимание в личных мыслях молодежи. Люди, которые старше нас, они смотрели на нас как на презрение, и во мне порой ассоциируется вот эта же мысль. Часто писали ребята из других городов. Хотим, конечно, устроить творческий движ, но просто нет ребят. Я, к примеру, тут один, с какими-то своими убеждениями, и просто меня никто не понимает. Мне кажется, сейчас вот в русской провинции очень много что интересного происходит. Люди делают такой уровень, и никто про это не знает. В России сейчас происходит вообще все самое интересное. Очень молодая страна, в которой зарождается очень много различных индустрий, практически с нуля. Такое непаханное поле вообще экспериментов, на котором реально можно очень классно расти, чувствовать себя органично. Блин, не круто, что все стекается в Москву, по сути дела. И, безусловно, если ты находишься там в провинции, в нашей, то очень сложно реально что-то делать, просто даже из-за общей атмосферы. Отсутствие конкуренции, как минимум. В Барнауле есть ужасная конкуренция, которая обычно конкуренция должна приводить к повышению качества продукта, который ты предоставляешь, но у нас она приводит
другому. У нас падают цены, татуировки очень дешевые, потому что тату-студий море. И вместо того, чтобы развиваться в каком-то определенном стиле, тату-мастера ставят там цену по 500 рублей. Ну это вообще, как мне жить? И насчет вечеринок тоже, они вместо того, чтобы придумывать новые вещи, придумывать новые движники какие-то, они просто делают прайс ниже и вечеринки чаще. Из-за этого качество очень страдает. Из-за того, что у нас маленькие зарплаты, люди не ценят свой труд, то есть человек реально готов пойти за 500 рублей в день горбатиться. Ну вот я же горбачусь, ты должен. И это неправильно. Есть такие тенденции, что едут в Петербург те, кто увереннее в себе, в Москву, а некоторые, у кого есть возможности, за рубеж. У нас какой-то инкубатор умов, типа ты всю жизнь живешь хуёво, и чтобы отсюда действительно съебаться, тебе нужно приложить колоссальные усилия, стать мастером и уже устроить съебатор. С другой стороны, меня немножко печалит, что все в наших силах по большому-то счету, и просто мало кто хочет облагораживать вокруг себя территорию, все хотят сразу на готовенькое и классненькое. Если едешь куда-то, переезжаешь там из города в город, из страны, там, например, там, из России в Соединенные Штаты, да, ты думаешь, я перееду и все изменится. Нет, ты понимаешь, ты сам можешь себе придумывать какие-то вот эти проблемы, да, и если я уеду от этих проблем, да, с России, там, или с периферии, там, нашей, нет, я приехал сюда, я понимаю, здесь тоже нужно учиться, здесь тоже нужно работать. Люди, которые жалуются на жизнь в России, просто не хотят ничего в себе менять. Я считаю, что в первую очередь, когда тебе самому в себе комфортно, то тебе без разницы, где жить, ты везде создашь себе благоприятную атмосферу. Патриотизм — это именно желание создавать лучшую жизнь и быть счастливым именно там, где ты есть. Я родился, там и пригодился. Мне даже вот так бабушка говорила: куда ты поехал? Я родился, там пригодился. Оставайся в нашем бедном крае, как бы, а мир большой, почему бы не поездить, не посмотреть, да, то есть как живут остальные. Я училась на искусствоведа культуролога. Мне было важно знать, где я родилась, и поэтому я переехала назад. Очень часто я просто типа: нахуя ты сюда переехала, типа зачем? Ты собираешься вернуться назад, типа, почему ты вообще здесь? Я проходила стажировку в венчурном фонде, где все на английском. У нас нет такой какой-то базы своей новой. Мы держимся на старых дрожжах. Я могу здесь пожить до тех пор, пока не решу вопрос с тем, как отсюда уехать. Русским людям иногда дешевле скататься куда-то в Азию или куда-нибудь в Европу, чем съездить в другую точку России. В Москве надо или работать, или учиться. И все. Больше у тебя выбора нет. На личную жизнь, на отдых, на какое-то развитие у тебя просто нет права. Москва мне представляется каким-то немножко отдельным государством. Сюда быстро приходят тенденции. Тут все более прошаренные и больше заботятся вообще о своем внешнем виде, о каком-то статусе, о своей репутации. Мне кажется, эта разобщенность — это часть какого-то политического плана. В провинциях как будто знают гораздо меньше. Здесь все очень клево, здесь все очень чисто, очень понятно, очень удобно, но не везде так. То есть в Москве не знаю, что происходит во всей остальной стране. Можно почитать, как хорошо в Питере, живя в Новоалтайске. Наоборот, можно жить в Питере и почитать в Новоалтайске, как плохо там. Нет, мама ничего не даст. Друг шел с девушкой, у него была челка. Шла толпа, и один из толпы выкрикнул ему, мол, чё как пидор? Но он, девушка говорит: подожди. Он подошел, раз втащил. Чуваки вроде даже не подлетели, может быть, поняли. Ну и потом он его встретил снова. Тот уже с ним поздоровался. Друг подал руку, и чувак говорит: бля, ну ты челку все-таки подстриг. К этому же пришли. Если ты как-то больше выделяешься среди усредненной общей толпы, здесь на тебя больше будет внимания. Стреляли в пистолеты с нас. А в Питере в меня не стреляли с пистолета. Блин, крипово было. А я еще подумал, с меня в гандострелы стреляют. И вообще никак не среагировал. Он такой: блядь, ты че, с нас травмата палят? Там пули свистят, блядь, деревья, эти щепки отлетают нахуй. Просто мы шли, блин, с репы. Пиздец, челик. Какого хуя посредь бела дня, блядь?
Хотя, с другой стороны, не было таких бы веселых всяких историй, наверное. Но хотелось бы, на самом деле, без этого. Такие доебы прям, очень угнетают. Идешь такой по улице, идешь, на тебя налетает толпа, вбивает, впинывает. Мы такие: о, Сань, ты что ли? Здорово, пошли пиво пить. Мне было 11. Я попал в тусовку бандитов. Интересно было социализироваться. После школы мы тренировали физическую мощь для того, чтобы драться с другими ребятами из других районов. Над этой бандитской тусовкой нашей стояли старшие ребята, которые уже отсидели в тюрьме. Настоящие бандиты, у которых есть оружие, у которых есть машины, у которых есть наркотики. В какой-то момент на очередной такой драке на берегу реки при мне просто убили человека, с которым я вот только что дрался. Вот эти бандиты взрослые. Они стояли над нами, около машин своих, жарили мясо и стреляли по молодежи, по детям. Я бы хотела попутешествовать, но я бы хотела умереть в России, в своей стране. Умом России не понять, аршином общем не измерить. Вот же и умом не понять, да, и тебя это немножко цепляет. Но это ненормально, конечно же. Страна терпел, ясен хуй. Сейчас как раз период, когда вот эта вот вся раздробленность идет к чему-то одному. Человек находится вообще на новом этапе своего развития, когда просто все объединяется. Это создание нового какого-то общего инфополя, новой информационной среды, которая всех объединяет. У нас есть очень большие возможности. Их не было, допустим, у наших родителей, тем более у наших бабушек и дедушек. Наше будущее — это одна сплошная нейросеть. Собираясь на работу, говоришь своему компу: «Йоу, у меня есть 50 минут. Я хочу сейчас посмотреть фильм, чтобы я был в главной роли, а со мной была Джессика Альба и Брэд Питт, к примеру». Нейросеть будет генерировать контент абсолютно уникальный, и даже если он тебе не понравится, ты сможешь отметить. И нейросеть станет еще умнее после твоего отзыва. Я не думаю, что синтезированный голос когда-то сможет иметь оригинальный тембр или охеренные там мелизмы. Позовите меня, когда это случится. Компьютер, главная проблема, что он не ошибается, а искусство, по сути, это твои недостатки, что не получилось. Ты начинаешь ощущать себя смертным, и что ты не всемогущ. Погоня за недостижимым идеалом, а не сам идеал. Людей, которые создали эти нейросети, можно назвать творцами, потому что они придумали что-то такое, что может само что-то генерировать, создавать. Когда человек действительно создаст искусственный интеллект, который будет полноценным сознанием, человек станет богом. На этом, собственно, опять же и строится там тот же VR, например. Это прикосновение к чему-то абсолютно непостижимому. Скоро будут даже танцевать 3D-моделями. Люди не будут нужны. Такими темпами развивается, что я надеюсь, что даже на своем веку я застану переобувку, когда виртуальная реальность будет большую часть занимать. Все к этому идет, я думаю. Когда нейросети действительно начнут захватывать рынок, произойдет невероятное волнение, изменения в обществе, в принципе, во всем мире. Огромное количество людей окажутся просто на изнанке жизни. Наша численность на планете Земля растет в геометрической прогрессии. Все это наводит на какие-то мысли, что, возможно, мы стремимся с огромной скоростью в какую-то точку невозврата. Апокалипсис. Но за этим будущее, и на самом деле это круто, что многие процессы можно все равно автоматизировать. Люди перестают контактировать друг с другом в реальной жизни, перестают уметь любить, уметь правильно и красиво разговаривать. Киберсекс. Социальная проституция — это проблема. Вебкам — это более мягкая форма проституции все-таки. Я считаю, что это здорово, потому что так люди более открыты друг к другу. Посыл, конечно, сексуальный. А что плохого в сексуальном посыле? Сейчас размываются границы сексуальности, восприятия собственного тела, они расширяются. Такое понятие, как стыд, оно очень размыто. Не стыдно никому ничего. Это, получается, возможно, есть новая эстетика. Как была греческая культура, общество начинает подходить к тому, что тело, оно не должно восприниматься как набор половых признаков. Ну, я не говорю, что нам надо стать бесполыми. Для меня, как для скульптора, тело, оно бесконечно гармоническое и
идеал на самом деле. Мы так сотворены, и надо воспевать это. Война есть, секс есть. 21 век, все на месте. Мы собрались ехать на наш первый концерт в Томск. Началась петиция, и кто-то из ребят такой: о, смотри, что есть. Стоит фуражку кожаную. Я такой: опа, я говорю, в ней выступать буду. И мы, получается, приехали в Томск. Я там взял с собой цепи, которые у меня были, мне дали еще цепи, и в таком образе я выступил. По ходу дела просто уже стало как-то развиваться, и получилось такой фишкой. Становился физически крепче, и начинал все больше и больше оголяться. Последняя вещь из моего гардероба — это там трусы с голой жопой, как бы, из секс-шопа. Моя девушка сказала: а если я подарю такие трусы, будешь в них выступать? Я говорю: ну, дари, я буду в них выступать. Люди тоже понимают, что это просто как бы шоу, а в остальном каждый может делать все, что он хочет. Если люди хотят выразить себя таким образом, то это их выбор. Людей многое задевает. Новые движения помогают людям найти себя. Если человек относит себя к какой-то неформальной субкультуре, он должен показать обывателю, что он здравомыслен. То есть не должно быть отвращения. Окажет сильное влияние на дальнейшую жизнь человечества. Еще один шаг к цифровизации.